Эксперименты, проводимые на орбите, меняют взгляд на процессы, которые пытаются моделировать на Земле. Я начинал, собственно, очень знаменитый эксперимент, ну сейчас он уже знаменитый, а тогда это была почти авантюра. И то, что мы увидели вообще, меня очень сильно поразило. Я, в детстве, в школе, в институте обожал, любил физику, увлекался астрофизикой, но то, что я увидел, вот как передо мной создается вот этот космический мир, просто было феерическое зрелище. Плазменный кристалл. Эксперимент с четвертым состоянием вещества – плазмой. Такого не увидишь на Земле. Оказывается, плазма на самом деле не жидкая. Она имеет кристаллическую решетку. Это стало понятно после экспериментов в невесомости и перевернуло представление ученых о том, что такое четвертое состояние вещества. Оказалось, что пылинки, вот эти, которые оказываются внутри плазмы, они заряжаются, начинают отталкиваться друг от друга. И когда у них есть ограниченный объем, они занимают то пространство, которое им отведено, отталкиваясь друг от друга во все стороны, что-то похожее на кристаллическую решетку. То есть вот эта вот черная бочка. На орбите этот эксперимент похож на земной. Но только в вакуумной камере не искусственный, а настоящий космический вакуум. Для обработки результатов используется мощный компьютер. В этой камере, похожей на черную бочку, создается плазма. В плазменную среду вводятся пылевые частицы микронных размеров. Это вид той вот черной камеры изнутри. Вот они, эти микрочастицы. И сейчас потихоньку начинается уже процесс кристаллизации. Все, что происходит внутри, фиксируют видеокамеры. Специалисты на Земле будут получать картинку вот именно вот этого кристалла и наблюдать за процессом кристаллизации, то есть то, что будет происходить вот в этой черной бочке. Данные оказались совсем не те, которые ожидали. То есть ожидали более-менее равномерную структуру кристалла, а в этой структуре внутри образовывалась полость. В процессе эксперимента мы это дело наблюдали, рассказывали, что мы видим на Землю. Земля ломала голову, говорила, такого быть не может. Потом один из ученых, вот, кстати, как раз с института Макса Планка, говорит, получив данные и записи с нашей экспедиции, я, говорит, заперся на несколько недель в своем кабинете для того, чтобы просмотреть, проанализировать и описать то, что он видит. И достаточно много новых данных было получено вот просто с наблюдениями за поведением этих частиц. Наблюдать поведение этих частиц можно только в невесомости. В земных условиях гравитация сдавливает кристаллы, сплющивая их. В таком виде структуру изучают.